Продолжая развязку главы 37, Зеле и ее напарница, другая Зеле, наконец-то встречаются вновь. Во время этой встречи они обмениваются ценной информацией. Однако их связь внезапно прерывается, что повергает Зеле в глубокое чувство одиночества. Несмотря на эту неудачу, Зеле удается сообщить своим спутникам о сделанном открытии. В этот самый момент появляется Мистельн, чтобы прояснить некоторые важные моменты. Она пояснила, что в разных мирах Ханкай проявляет себя по-разному, и в нынешнем пузыре существуют особые правила, одно из которых определяет условия, необходимые для того, чтобы стать мудрецом. Согласно этому условию, человек должен уметь путешествовать между жизнью и смертью, или же между двумя пузырями, которые существуют в настоящее время. Тот факт, что Зеле удалось установить контакт с Виллионой, говорит о том, что она стала вторым мудрецом. Поэтому Мистельн просит Зеле пройти еще одно испытание и попытаться отправиться в другой мир. Зеле успешно переходит на другую сторону и замечает, что Виллионе это тоже удалось. Хотя она сталкивается с некоторыми трудностями при использовании своей силы, поскольку они находятся не в башне. Мистельн переносит их в башню и входит в нее, оставляя остальную команду на окраине, как будто их миссия закончилась или только началась. Команда, решив двигаться дальше, планирует войти в башню. Место полное ловушек, призванное не пускать горожан. Вита решает остаться снаружи, пока остальные члены группы входят в башню. Войдя внутрь, они подвергаются испытанию со стороны самой мудреца. Зеле предстояло добраться до вершины башни. В процессе Виллионе удалось установить контакт с Зеле, что позволяет им общаться друг с другом. Зеле делится своей информацией со Шрёдингер, рассказывая, что башня действует почти как усилитель связи. Тем не менее, в поисках ответов им пришлось добраться до вершины. На каждом этаже Мистельн и Прометей ставят перед ними небольшие задачи. После их преодоления Мистельн доставляет их на верхний этаж. Во время подъема Зеле и Виллиона взаимодействуют с другой Зеле. Зеле хочет остановить эту Зеле, Виллиона поддерживает Зеле, ведь они обе являются Зеле. Они говорят другой Зеле, что она не сможет их остановить, так как с ними мудрец. Мудрец объясняет, что поскольку Зеле стала новым мудрецом, правила мира требуют, чтобы был только один мудрец. Таким образом, они сражаются насмерть. Мудрец и ее оракулы против двух Зеле. В конце концов, Зеле одерживает верх. Похоже, что мудрец с самого начала хотела проиграть. В ее планы входило передать ей должность мудреца, но она не могла просто так сдаться или покончить с собой, что и объясняется причиной противостояния. Мистельн прибывает, чтобы подкрепить слова умирающей мудреца, и рассказывает историю своего происхождения обеим Зеле, чтобы они поняли всю важность своей роли. В конце концов, Зеле соглашается и обещает усердно трудиться, чтобы стать достойным мудрецом. Размышляя о том, как спасти мир пузырь, подобно тому, как это делала Дюранда в прошлом, в этот момент им открывается истинная личность другой Зеле. Они переносятся в воспоминания этой Зеле и узнают, что именно она покончила жизнью серого змея. Причем сделала это исключительно из инстинкта выживания, а не со злым умыслом. У другой Зели была та же роль, что и у серого змея. Ей нужно было стать настоящей. Противостоя Зеле и Виллионе, одни обнаруживают, что все это было ловушкой, устроенной мудрецом и Мистельн. Они с самого начала знали, что она аномальная стигмата, рожденная от другого стигмата под номером 15, в то время как другая Зеле родилась от мудреца под номером 14. Мудрец возник из потребности к выживанию, но ее эмоции и сила постепенно угасали, что было видно по ее лицу. Поскольку она была аномальной стигмой, то есть стигматом, она не могла играть роль мудреца должным образом, что привело к краху мира. Поэтому она заключила сделку с Мистельн. Она поможет ей поймать стигмату номер 15, добровольно сдавшись, если они найдут кандидата, способного эффективно выполнять роль мудреца. В итоге аномальная стигмата и 15 номер возвращаются к Мистельн, а обе Зели становятся новыми мудрецами.
Хотя все счастливы, есть ощущение, что их использовали. Зелье пытается использовать силу мудреца, но что-то идет не так. Несмотря на все ее усилия, проблема с разрушающимися пузырями не решена. Зелье использует оракулов, чтобы временно остановить квантовые тени, пока они обсуждают сложившуюся ситуацию. Согласно ее теории, причиной конфликта может быть неизвестный закон, связанный с мудрецом. Например, когда Мистель пыталась привести двух кандидатов в мудрецы, она выбрала Фухуа и Сенти, но что-то пошло не так, и только Сенти добралась до пузыря, а Фухуа потерялась. Когда она попробовала зелье, обе попали в мир, но по отдельности, по одной в каждый пузырь, что подтверждает идею о том, что, возможно, существуют правила, которые они не знают и не соблюдают. Вита и Сюзанна ничего не понимают, и в разгар суматохи Мистель начинает обвинять кого-то из присутствующих в том, что тот не разъяснил его намерения, предполагая, что он знает что-то, чего не знают остальные. Сенти и Сюзанна оказываются там случайно, будучи перенесенными Мистель для выполнения ее миссии, но они не понимают, что там делает Шигура Кира. Все они смотрят на Киру, которая, бросив вызывающий взгляд на Мистель, решает рассказать им правду о причине своего прибытия в пузырь, но не прежде, чем отчитать их за то, что они так легко и без подозрений доверяют ей. Кира рассказывает, над чем она была занята последние полгода. Вместе с компаньоном Шугар, известной как Нигурат, ее отправили исследовать, судя по всему, мертвый универсальный пузырь. Прибыв на планету, они сталкиваются с врагами, похожими на заклятых врагов Шугар, небесных людей. Канпейта, лидер Шугар, все больше беспокоит этими межзвездными пиратами, которые были созданы тысячи лет назад. Никто не понимает причины их захватческого поведения, поскольку их примитивный дизайн не соответствует передовым технологиям, которые они используют. Как будто что-то или кто-то изготовил их только для того, чтобы создать хаос. Кира и Нигурат находят искусственный интеллект, выполняющий роль гида. Они решают следовать за ним, чтобы узнать больше о вымершей цивилизации Вселенского пузыря. С помощью голограмм они узнают, что в прошлом эта цивилизация нашла новый источник энергии, который заменил ископаемое топливо и газ. Эта энергия получила название «Звездный камень», источник, который не поддается научному объяснению, поскольку создается из желаний людей. Например, если контейнер со звездным камнем вот-вот опустеет, достаточно пожелать, чтобы его стало больше, и он волшебным образом появится. Однако у него была одна существенная проблема – он был нестабилен. После многочисленных взрывов, вызванных звездным камнем, человечество было уничтожено, а планета опустела. Таким образом, небывалые звери, с которыми они столкнулись, были не причиной разрушения, а самим звездным камнем. Им удалось выбраться из пузыря Вселенной, и они предстали перед Канпейта. Канпейта рассказал, что звездный камень – это не оружие, а проявление невидимой силы, скрытой в законах Вселенной, известной как бездна моря квантов – Са. Кира заканчивает делиться с группой своими впечатлениями, оставляя их ошеломленными лавиной информации. Раса Шугар, небесные люди и бездна моря квантов Са. Это явление противоречит принципам сохранения материи, так как кажется, что оно возникло из ниоткуда. Шигуры добавляет, что некоторое время назад дядя Канпейта заметил, что пузырь, в котором они сейчас находятся, соответствует тому же предположению. Оказывается, один из пузырей не родился из другого и не разделился на два. Белый или черный. Один из двух пузырей появились из ниоткуда, как и звездный камень. Это открытие приводит команду к новому пониманию событий, с которыми они столкнулись. Нестабильность и неизвестность закона, управляющего пузырями, и сила мудрецов могут быть связаны с этой невидимой силой моря бездны квантов. С этой точкой зрения Зелье, Виллиона и остальные члены команды переосмыслили свои стратегии по спасению мира пузыря и восстановлению баланса. Кира находится в текущем пузыре, чтобы предотвратить то же самое разрушение. Изначально она приняла Мистель и ее напарницу за приспешников бездны моря квантов, поэтому и напала на них.
Выяснив все, группа становится серьезнее, осознав масштаб проблемы. Создание пузыря Вселенной требует огромного количества энергии, и только кокон завершения может совершить этот подвиг. Обитатели обоих пузырей обречены на уничтожение, если не примут срочные меры. Шрёдингер предлагает закрепить пузыри, как это сделала в прошлом Дюрандал, но для этого им понадобится священный меч Дюрандал, которым они не обладают. Однако есть два других варианта: использовать силу Кианы, обладающей силой завершения, или прибегнуть к помощи Хершера, свободного от уз законов этого мира, то есть Хершера, рожденного в море квантов. Все они начинают обдумывать, как выполнить столь грандиозную задачу. Киана с ее огромной силой могла бы стать ключом к стабилизации пузыря, но это связано с значительным риском. С другой стороны, найти Хершера, рожденного из моря кванта, способного действовать без ограничений, может быть не менее сложно и опасно. Группе предстоит принять критические решения. Они должны выбрать лучший способ спасти свои миры. Каждый вариант связан с большими жертвами и риском, но уничтожение – это не выход. С решимостью Зели, Виллиона, Мистерн и остальные члены команды начинают разрабатывать план противостояния бездне моря квантов и защиты обитателей пузырей. Мистерн приходит в голову одна идея, но она решает оставить ее при себе и на время отступает. Тем временем остальные члены группы продолжают обсуждать, как спасти пузыри. Во время разговора в центре внимания оказывается один из членов группы. Вита, которая долгое время молчала и о которой у них мало информации. Вита выдает себя за обычного жителя, но подвергается нападению оракулов мудреца. Удивительно, но ей удается уклониться от нападения, что заставляет всех усомниться в ее истинной личности. Они вспоминают, что когда впервые встретили Виту, на нее тоже напали оракулы, что необычно, ведь оракулы не нападают на горожан. Пытаясь убедить группу своей невиновности, Вита сдается и раскрывает свою истинную сущность. Она признается, что является путешественницей из моря квантов, родом с Марса. Прежде чем попасть в этот пузырь, она уже побывала в пузыре, о котором рассказывала Кира. На самом деле она побывала во множестве пузырей и планет, включая царство, запертое в Самсаре, относящееся к вселенной Капитана, и планету, управляемую маленькими механическими формами жизни, относящуюся к континенту Му, где теперь живут эльфы, которых Шрёдингер когда-то знала. Откровение удивляет всех, но в конце концов они решают поверить ей, если только у нее нет злых намерений. С этой новой информацией группа понимает, что сложность пузырей, с которыми они сталкиваются, больше, чем они думали. Присутствие Виты с ее знаниями и опытом работы с несколькими пузырями может стать решающим фактором в поиске решения. Все хорошо, поэтому они продолжают обсуждать стоящую перед ними проблему и приходят к возможному решению. Они должны определить точки, которые послужат якорями для транспортировки остальных жителей Черного пузыря. Кроме того, эти точки должны обеспечить связь с реальным миром. Они обращаются за помощью к Кире. Зеле не удается найти эти точки, потому что ее способность к обнаружению, приобретенная после долгого путешествия в море квантов, ухудшилась. В этот момент Вита рассказывает, что в ее тело вживлен интерферометр, который был установлен, когда она находилась на Венере. Вкратце, эта способность позволяет ей делать расчеты возможных вариантов развития событий в самом ближайшем будущем. То есть она может видеть на несколько секунд вперед во времени. Именно поэтому она смогла уклониться от атаки раньше. Прометей впервые слышит о подобном, поэтому она решает провести исследование вместе с Витой, чтобы узнать, сможет ли она улучшить его работу. Тем временем остальные члены команды соглашаются принять участие в миссии. Вита возвращается со своими способностями, усиленными Прометей, и начинает искать точки опоры. Все приступают к работе. Сюзанна и Кира в сопровождении робота, управляемого Витой, прочесывает город в поисках точек. Вита направляет их к местам, и, оказавшись там, им остается только молиться великому мудрецу, чтобы точка появилась. Им удается успешно активировать первую точку, но во второй они сталкиваются с врагами, что заставляет Киру подозревать,
что Вита, возможно, специально завела их в ловушку. Вита объясняет, что это был просчет, и, к счастью, в следующей точке до последнего ничего необычного не произошло. Вита предупреждает, что последняя точка имеет аномалию. Прикосновение к ней вызывает галлюцинации прошлого или будущего, которого еще не существует. Сюзанна и Кира активируют последнюю точку, и внезапно Сюзанна обнаруживает себя на 7 или 8 лет в будущем. В этом будущем она получает звание Валькирии А-ранга и выполняет особое задание. Сюзанна была отправлена в прошлое. Ну то есть в прошлое для нас, для нее это будущее. События Одиссеи после Ханкай. Она очнулась в городе соленого снега, случайно задев подбородок Киры. Все они попали в отдельную иллюзию друг друга. Но это не просто сон. Это взгляд в возможное будущее каждого из них. Шигура Кира появляется на сцене как айдол, когда происходит несчастный случай. Хешер сознания быстро приходит в себя и помнит, что видела только маленькую планету или край Солнечной системы. Скорее всего, отсылка на то, куда в будущем попадет Фухуа в 40-й вроде бы, 41-й и 42-й главе. То есть отсылка на будущее. Темное зелье упоминает, что мечтала выбраться отсюда и выполнять миссии, как обычно. Но на самом деле Виллиона видела будущее, в котором она была полной хозяйкой своего тела, без зелья рядом с ней. Это заставило ее осознать, что она не сдержала обещания защищать зелье. Сюзанна и Кира возвращаются с зелья Виты и Прометей, сумев захватить все точки опоры. В самый подходящий момент появляется Мистель и рассказывает, над чем она работала. Она объясняет, что проект Стигма заключается в создании пространств, основанных на воле человека. Это пространство исчезло, когда Киана вознеслась как Хешер завершения. Но в море квантов осталось несколько небольших пространств. Мистель с помощью своей силы может получить доступ к этим пространствам и таким образом создать мост между универсальным пузырем и реальным миром. Однако добраться до него может только тот, кто имеет наибольшее родство с реальным миром. Поскольку Зели и Виллиона мудрецы, они обречены и не могут покинуть башню. Сенти не человек, а у Киры, проводившей многое время в море квантов, изменился состав тела. Мост, который обнаружила Мистель, имеет решающее значение для спасения обитателей этих пузырей. Теперь команда должна решить, кто станет подходящим кандидатом для перехода по нему и какие шаги они предпримут, чтобы обеспечить стабильность и безопасность обоих пузырей. Благодаря новой информации и способностям Виты и Прометея, группа стала на шаг ближе к разрешению конфликта и защите мира пузыря. Вита не принадлежит Земле, Мистель – идея, а Прометей – искусственный интеллект из универсального пузыря. Остается только один кандидат – Сюзанна. Она мысленно готовится к заданию, чувствуя огромную ответственность, которая ложится на нее, хотя никогда не считала себя особенной. Кира оказывает ей психологическую поддержку, раскрывая свой самый большой секрет. Она не может петь как айдол, и это непростительно, как и Валькирия, не умеющая сражаться. Однако в будущем, которое она видела, зрители все равно любили ее, несмотря на плохое пение. Это наполняет Сюзанну сочувствием и мужеством, и она решает взяться за работу. Миссия проста. Сюзанна вместе с ведущими перейдет по мосту, созданному Мистель, чтобы достичь Земли и установить контакт с другой стороной, оказывая поддержку универсальному пузырю. Вита будет направлять их в случае возникновения каких-либо проблем. Они пробираются через некоторые разломы, но путь не лишен трудностей. Кире приходится сражаться с тенями кванта, а Сюзанна теряется. Опираясь на записную книжку, Сюзанне удается определить свое местоположение. Вита и Мистель из последних сил создают последний мост, который приведет ее прямо к порталу в реальный мир. Сюзанна бежит почти до потери сознания и наконец переходит на другую сторону, встречая Броню, Эйнштейн и Тессу. Она сообщит им, что Зели находится на другой стороне и ей срочно нужна помощь. Но в этот момент связь, едва установившаяся, резко обрывается. В этот же момент происходит что-то неожиданное с Витой.
Она медленно угасает, прощаясь со всеми и сожалеет, что не смогла увидеть их снова. Пока Сюзанна пытается сохранить связь и обеспечить всем благополучие, жертва Виты находит отклик в сердцах каждого. Миссия по спасению пузырьков и поддержанию баланса продолжается, и каждый член команды делает все возможное. Сюзанна, связавшись с Броней, Эйнштейн и Теслой, готовится координировать усилия, необходимые для спасения зелий и стабилизации мира. С этим последним откровением наше путешествие по этой главе Honkai Impact подходит к концу. Если вам понравилась эта история и вы хотите быть в курсе всех последних новостей, не забудьте подписаться на мой канал, нажмите на кнопку лайк и включите уведомления. Так вы не пропустите ни одной детали наших следующих приключений и обзоров. Спасибо за поддержку и до встречи в следующей главе.